красиво, надо пофоткаться. Год уже заканчивается. Еще, конечно, не время подводить итоги, но вот в целом ты доволен этим годом, как он для вас прошел? Потому что вы показывали действительно хороший результат в течение этого года. Вот ты как член команды. Ну, я могу сказать, что все мы хотели большего, но год однозначно, его нельзя считать неуспешным, потому что на протяжении целого года, да, то есть мы там поняли свою планку, как бы пусть мы всегда претендовали на первое место в мире, как бы иногда у нас получалось выигрывать турниры, да, пусть мы по итоговой таблице там заняли второе место, да, там на протяжении года. По крайней мере, у меня как бы таких высоких результатов не было, несмотря на то, что там выиграл чемпионат мира. Мы год отыграли неплохо, наверное, на 4 с плюсом. Это очень хорошо. Не так, конечно, как Астралис. Те отыграли на 5 с плюсом, вообще нереально, да. Но сейчас вот уже последние 2 турнира, заканчивается сезон, и здесь как бы кто-то должен поставить точку. Либо это будет Астралис, либо это будет какая-то другая команда, либо все-таки это будем мы. Так, Иван, Да. вот тут вопрос подъехал посерьезней. Помню, где-то слышал, это спросил Спас, что Нави играют в Праге только против топ-20 команд, а тут против Фрагстерс играют. Нет, не только против топ-20 команд. Иногда и это большой дефицит, потому что бывают моменты, когда много команд на различных турнирах. К примеру, вот один из этих моментов наступил на буткемпе, потому что одновременно шел Бангкок, на котором в Бангкоке был турнир, на котором играли просто героик, то есть это, можно сказать, тир-2, тир-3 команды. И финалы ЕЦС в Далласе, по-моему, Арлингтон, если не ошибаюсь. Там было 12 команд, вообще 6 команд из Европы, 6 команд из Америки. Соответственно, там собрались практически все, кроме там некоторых, только нас не было, фейзов, там, несколько команд. Чисто топ. То есть дефицит был, и мы тренируемся со всеми, кто нам предлагает. Конечно, Миша подбирает как тренер, но это даже не топ-20, может быть, топ-30, топ-40. Показательным будет начало следующего года, потому что нету турниров в начале года, и у нас есть наконец-то, вот много говорим о том, что не хватает времени, устаем, еще что-то, а вот сейчас есть, как бы, будет время, там, мы специально отказались от Весга, если честно, потому что хотели полноценно отдохнуть, то есть игроки команды Нави там в основном отказались, чтобы полноценно отдохнуть и потом приступить к работе, потому что, у всех болельщиков Нави есть одна, как это сказать, навязчивая мечта, как бы, чтобы Нави выиграли мажор. То есть вот Нави, если выиграть мажор, то это будет уже все, как бы добились. Наверное, это был для меня лично такой настолько насыщенный год в плане турниров и поездок, что я, честно говоря, выдохся и устал в конце года. Я это чувствую. Я считаю, что Чуть-чуть нужно, осталось, да, чуть-чуть. нужно просто отдыхать, нужно подходить к процессу с чистой головой, с новыми силами всегда. Астралис, кстати, в этом плане мы посмотрели, они более профессионально подходят к этим распределению своего времени и к поездкам. Они не летают на все подряд турниры. В следующем году планируете уже более тщательно избирать? Да. Сколько у вас часов наиграно? У меня 7. 7? 7760. Саня, у тебя? У меня в 2 раза больше. Серьезно? Ну там где-то 1000, я думаю. Он играет на всю команду. У меня, вообще в стиме 13600. А не в стиле? Но мне кажется, это в общем 1010 есть, я думаю. Элик всегда думает, что я читер. Он говорит, он удивляется, что это за момент, и говорит, что я читер. Называет меня читером. Я не знаю, я думал сначала, что это шутки, но он слишком часто начал это делать. Слышишь, Элик? Залог успеха все команды, которые везде. Они играют в какие-то, игры вместе. Фнатики играли, ФЗ играли, Cloud9 играли.
Астралис В играет. дотку зарубимся тогда, Петя. Не, в дотка. Там тренер задумал. Не надо нам дотка. Не, можно выиграть просто и все. Не, можно. Ну, вместе пойдем выиграть или что? Пацанов возьмем с собой? Парни, все в доту натренированы, если что, достаточно? Я в Харден. А прикинь, реально так сделать и натренироваться всей Я командой. на керри. Саня в мид на инвокере. Ян. Он на мид, тут Я мидер, я инвокер. планирую за нами. Я новый Дэнди. Да. Я буду на инвокере А я новый всех хвост. убивать. У меня 3000 ММР. У меня было намного больше. Ну, сори, я так откалибровался. Ну, я 3800 играл. Яна будет менеджером. Есть такие разговоры, или кто-то предлагает, или вот именно у вас коллективно? Ну, вот у нас, мы не когда играем, на всё. Дасте ничего не получалось, усиленно шли коллективные разговоры на тему того, что надо срочно кэшом заменить Даст, но в итоге как бы на Дасте получилось. И то там, да, ну, допустим, у нас даже был выбор Даст или Кэш, но Кэш как бы карта, которую все играют давным-давно, Даст, на которой у всех равные условия. Ну, допустим, я считаю, что наша команда там лучшая на оверпассе. То есть лучше нас на оверпассе команд там, ну, Да нету, говори, как ну, есть. ну, нет, это лучше нас команда, но нет, это не значит, что мы не можем ее проиграть. Но мы Ну, как бы, то есть там на ней добились там лучшего прогресса. Кто-то лучше еще на какой-то другой карте. А ты с нуля приходишь туда, где уже все соревновались, там кэш, как бы там, ну, ты знаешь, это как отдельное соревнование по Counter-Strike, там на отдельной карте. И ты пришел такой с нуля, а сейчас я хочу стать лучшим на этой карте. Они все уже соревновались. И ты такой, ну я буду сейчас выигрывать. Я так понимаю, я просто не очень в теме. Даст 2, его же или убрали, или что там Его было? убрали, потом вернули. Ну, Уже вернули. но просто его так долго не было, что уже все про него успели подзабыть, и все ждали каких-то изменений на нем кардинальных. Все ждали как бы более кардинального изменения, потому что такая простая карта, и хотели там, чтобы что-то добавилось, чтобы внесло как бы новые, там, знаешь, там какие-то новые Ну, новую стратегии. жизнь, Да, я но- понимаю. А они ничего не внесли, и в итоге у тебя все так, как было, так и осталось. И поэтому это как бы вначале расстроило. Просто чем больше у тебя вариаций, куда пойти и как развивать, ну то есть свои события, тем больше стратегии, тем больше там, ну, того же, ну, там, микроигры, которые, на которые ты начинаешь думать все время. Слушай, Вань, ну вот вы сейчас топ-2, да, в тройку команд входите мира. Топ-2 в рейтинге. Вроде. Кто-нибудь словил звезду? А ну-ка, Понимаешь, по чесноку. По чесноку нет, потому что звездами все изначально были. Родились звездами. Ну, конечно, нет. Но Ну. фон усталости сказывается, конечно. Нужно работать больше с энтузиазмом, поэтому для того, чтобы, понимаешь, стать лучшей командой мира, которыми сейчас являются Астралис, нужно произвести рывок в прогресс в уровне игры. Для того, чтобы это сделать, нужно приложить много усилий и труда. Вот. Для этого нужно чистое вдохновение, для этого нужно желание, такое намерение свободное. Когда турнир идет турнир за турниром, ну, конечно, ты испытываешь дефицит вот этих перечисленных качеств. Ты на самом деле очень красиво ушел от темы. А о чем мы? А кто словил звездную болезнь? А, Ну звездный давай, балет. вот кто? Да я просто почему об этом подумал? Ну вскрой одного. Ну, хотя потому бы. что, знаешь, если человек, допустим, не хочет там тренироваться, сидит и говорит там, ой, все, я не буду больше, Кто это, там, Флейминг? отвалите от меня, отстаньте, то это не обозначает, что он звезда. И он себе так может позволить себя вести. Обозначает это ментальную усталость, психологическую усталость, потому что там перенасыщение, Ну, там, понятно, бла-бла-бла-бла-бла. Понимаешь, у всего есть объяснение. Хороший ты человек, Ваня, своих не сдаешь. Подождите, стоп, не начинайте. Вы начали уже? Нет, я еще один смог на нижний дал. 0, пац! 0 и плент! Плент. Место там. С вами вышел я. Не купил еще. Мьюзик! Один можешь мне продавить, осторожно! Зик! 0. Алекс позитивно написал. Скажите, пожалуйста, как расположены пальцы и на какой кнопке у Симпла они стоят? А ну-ка, как у тебя расположены пальцы? Ну вот, мизинцем я нажимаю Ctrl, большим пальцем D, указательным V. Вот я двигаюсь. Вот.
Вот это вот я делаю, типа. ВСД. Ну, понятно, безымянный нашив у меня. Потом, если я хочу сказать что-то в микрофон, я большим, то есть это с D. Я обычно колжусь или как-то так меняю пальцы и нажимаю большим X, чтобы сказать, что это TS. Скажи, когда нужно озвучивать, сложно это делать. Так оно Да, на автомате это очень случается, сложно. когда вот так вот Но попросить. я уже так научился, что я, Он не говорит он тоже. я просто меняю пальцы, я говорю инфу по-другому, играю по-другому. Так, ну я нашел свой дальний смог новый. Осталось, Егор, чтобы ты нашел себе. Ты нашел смог? Да, я знаю все смоки. Я знаю больше смоков, чем Элик. Можем поспорить. Это прям заявка. На карту. Сколько? На карту ДКэш. Сколько смоков ты знаешь? Бро, я на кэше знаю Я не все знаю, я не смоки, я читал. играл за флипсайд. Ну, Мне нормально. Андрюха было это все показал. Я когда-то раньше тоже все знал, когда я играл за Ашер, за флипсайд. Все. Сколько я смогов знаю? Много. Ну, на скидочку. Да не, какие 20. Со всех карт? На всех картах 7. Это по 3 карт? смока в среднем на карте, ты знаешь. Да я знаю по 6-7 смоков в среднем. А ты сколько знаешь? Я не знаю. Миша, а что ты пытаешься найти в демках нового для себя? Почему ты смотришь демки только Астралис? Не, может, Миша хочет какой-то секрет Counter-Strike раскрыть. Какую-то стратегию, которую... Не, ну вдруг такое есть. Последняя миссия Валя уже заканчивается. делает какие-то апдейты, там что-то добавляют. Все же ищут всегда что-то. У тебя такая команда, такие разношерстные ребята с такими характерами. Там просто как это все держать и как это держать вот в таком темпе, сумасшедшем, турнир за турниром, перелет за перелетом, буткемпы. Ну, это очень тяжело. Это на дистанции, я не знаю. Почему сейчас тяжело, как бы, потому что это как развитие как бы взаимоотношений между людьми или еще что-то. Мы все притерлись и где-то друг другу даже надоели. Ну, по-своему, знаешь, вот как. Кто тебе больше всего надоел? Нет, самое интересное, я всех рад видеть, как бы, но это касается определенного количества времени. Знаешь, что ты вот так рад, а потом чуть больше времени прошло уже, ты такой, ну ладно. Как бы. Это как какой-нибудь родной брат. Ты вроде любишь его, но как же мне хочется тебе в морду дать. Да, поэтому, потому что даже, то есть, вот на этот буткемп мы приехали, там, ну, допустим, с какой-то стороны, как бы, настроенными или еще что-то, ну, там, пару дней, как бы, и мы такие, блин, опять. Да, как бы, то понятное есть. дело. Но в любом случае нам нужно как-то все равно перезагрузиться. Я думаю, что у нас получится перезагрузиться как раз. Ну, может быть и хорошо, как бы, что такая усталость у нас она уже произошла, и сейчас мы, наоборот, уже работаем на износ где-то там оставшиеся 3 дня, а потом, как бы, когда поедем в Данию, мы будем продолжать работать, но уже больше там где-то более свободный будет режим, Ну, и отвлекаться. будем меньше друг от друга уставать. Слушай, ты что, мерзнешь? Ну так. Потому что мне вот... А нет, там это по приколу просто. Просто мне, я читала комментарии, да, и тут вот человек пишет. Сейчас я его даже прочитаю. Флейми в пуховике, Зевс в майке. Что там у вас вообще происходит? Да это так, по приколу. По приколу. Слушай, я знаю, что киберспорт и политика это дело вообще не связанное, но тем не менее в последнее время сложно там стало с проездом и все такое. Тебя это как-то коснулось или переживаешь ли ты по этому поводу? Да нет, они обычно предъявляют только тем, кто первый раз въезжает, а если уже много раз въезжал, то обычно просто пропускают и все. Как ты вообще к этому всему относишься, что происходит вот сейчас между Россией и Украиной? Да, не знаю, неприятно больше. Неприятно? Ну да, как-то раньше все было нормально, а сейчас какие-то все время конфликты, и это раздражает. Верните наш 2007, там было все хорошо. В целом, как у тебя настроение вот на буткемпе? Вы переехали на новую локацию, все по-другому. Рассказывай, поделись немножко. Ну да, как и на всех других буткемпах, единственное, что тут за тебя там убирают, и у тебя всегда есть еда и так далее, все под рукой, а так, ты как будто на турнире, просто на турнире тренируешься, только не играешь в официальные игры. У тебя сколько часов в КСе? 8800. Но ты пока идешь на 2-м месте. Не, у Зевса больше всего. У Зевса? Но не выключает КС. А в Доте?
У меня на старом аккаунте было 1000. Неплохо. Слушай, а ты играешь в какие-то другие дисциплины? Там, Ну, в менеджер. Нет? Только в менеджер. Это что такое? Футбольный менеджер. А на Соньке? Фифу. Вот так вот. Фифист. Жду права. будет нужен. Подожди, не надо, Эрик, там он сидеть не может. Эрик, он там сидеть. Не, он справа, Авик. Но мог уйти. У меня есть смог и флеш. Все, я уже не вижу права. Слева типа. Право. Авик справа зумнулся. Хотите флеш дам? Подошел, Убьете его. Авик подходит. Я готов дать влево флеш, бро. Давай просто, Эрик, идем зелень. Ты зелень будешь скидывать? Мы просто выйдем в мидл. Дайте смоки, трансик и верхний смать, занимай перемычку. Куда пойти? Ты Зелень? зелень иди Скажете, как раскидывать зелень? раскидывать зелень, надо затихнул. АВП за шестым. Прошивает солодку. На шестом тоже. Верхний комната. Точно, видите? Одного Дал убил. флешку за план туда. Мы проходим под окна. Дал молик 90. Трансик АВП был. За пятым аккуратно. Верхний убил, трансик АВП. Убили АВП, убили АВП. Зелень где-то типа. Зелень, 8. План, камер. Слева пикер. План, Камера класс. вышел. Про меня знает инфу, я красный. Под окнами. Справа? Найс. Где Авик? Знаешь, по поводу кэша еще тоже такой вопрос. Ходят слухи о том, что кэш будет перерабатываться. Но непонятно, вот какую сейчас карту уберут, ну, реального ответа нету. Ну, а есть подозрение, кстати, что это будет либо кэш, либо оверпас. А ты И, никогда... кстати, оверпас это будет очень печально. Слушай, ты никогда не думал, что... Вот я задумалась, что карту могут искусственно просто доставать, не для того, чтобы переработать, а вот просто ее стали часто пикать. Надо убрать ее, чтобы КС немного изменился. Как бы новая мода для КС. Может ли быть такое? Сейчас устаканилась сцена, да, вот киберспортивная, но вот даже взять пример с этими убранными картами. И уже есть определенное количество команд, но знаешь, вот допустим взять нас. Имеет для нас же значение большое как команда, да, которая соревнуется, уберут там, допустим, кэш или оверпас. Если уберут кэш, как бы и добавят кобл, то мы станем какой-то там командой, которая просто идеальна, потому что мы играем все 7 карт, да, то есть по-разному. Мы как бы, ну, с любой командой ты попадаешься, как бы, и тебе это не неудобно. Понимаю. То есть ты, наоборот, имеешь какое-то определенное преимущество. Или уберут оверпас, которая наша лучшая карта, ее просто берут, убирают, и ты сидишь, короче, и думаешь, как теперь как бы быть. То есть, ну, это как бы, ну, то есть несправедливо. Вот, допустим, даже взять вот эту эру Астралис, которая нам началась, и просто что произошло, как бы добавили Даст, убрали Кобл, у них Кобл была карта худшая, которую они не играли, ну просто вот не играли, и добавили кэш, который, ну, она была игровой их картой, пусть она не основной, они никогда не ставили на нее приоритет, но они всегда готовы были дать бой на этой карте, как бы любому сопернику. Кто хочет ее брать, то есть они готовы были играть, но потому что она все равно игровая, то есть против них ее могут взять, то есть им надо ее тренировать. Соответственно, ну, обычная нормальная рабочая карта. И вот им добавляют Dust 2, все, у них все 7 карт. Они Даже, усилились. ну, они усилились как бы очень сильно, да, то есть какие-то команды, наоборот, у которых Кобл был как приоритет, там те же Space Soldiers, турки, у них было там коронных карт, там 3 карты, там Мираж, Кэш и Кобл. У них было 2 карты, Кэш и Кобл. Вот они так и играли. Они даже с любой команды начинали, они такие либо Кобл, либо Кэш. Давайте сыграем. Они выиграли уже одну карту, все, им надо выиграть еще одну в Best of 3. Ну, и им уже гораздо проще. Убрали Кобл, и Space Soldiers стали очень слабой командой, потому что у них нет уже такого как бы бонуса. А до этого был, как бы, и все. И поэтому сейчас даже Valve, ну, то есть они будут какую-то карту отправлять на переработку, и я могу сказать, что кому-то они делают большой плюс, а кого-то наоборот очень ослабят. Еще верхний один. Сами продавил, может у нас быть уже. У нас взял АВП 15. Да. Нет. Хорош. Бомба лаз. Взял бомбу, вы видели его на радаре. Слева. Ребят, бомба ТРС. Последний в коридорах. Смотрите вверх-вниз, пожалуйста. Я поджал сотку. Я без флешки сам захожу, первого слева убиваю, потому что он отворачивается. Он ждет эту флешку, ты понял? Давайте еще раз так сделаем. Не-не-не, уже 3-й раз за игру не надо. Сколько ты лет уже на про-сцене? С 2000 какого? 4-го? Знаешь, некорректно так говорить, мыслить или даже просто определять, потому что
то, как я играл, ну, скажем, там, с 2003 по 2007, вот эти 4 года, но это сложно было назвать про-сценой. То есть я играл на чемпионат Украины, я даже ездил на чемпионат мира, когда побеждал на ВЦГ в Украине. Но это не было про-сценой такой, какая она сейчас. Сейчас, понимаешь, турнир за турниром, ты там приезжаешь домой, у тебя несколько дней восстановиться, ты возвращаешься тренироваться и играть на следующем турнире. То раньше у тебя были месяца между турнирами. Я понимаю. Но это разные графики, ритмы жизни абсолютно. А затем в моей жизни был переезд в Москву в 2007 и там уже было, вот это можно было назвать про-сценой, потому что это было серьезное решение в жизни переехать в другой город жить. Там 2 года было, конечно, плотная игра, плотное уделение своего внимания именно только игре. И потом уже пошло, конечно, та про-сцена, когда мы сделали Нави в конце 2009-го, вот, в большей степени, которую вот сейчас я могу на себе ощущать. Ну, то есть вот так. Ну, то есть, уже, если с 2007-го, то уже 11 лет. Ну, короче, усредним до 10 лет. Приблизительно, да. Офигеть. У нас... Не сроки. У нас зрители еще тогда не родились, когда ты начал играть. А ты тут... Ты посмотри. Те зрители, которые тогда не родились, сейчас должны сидеть на геометрии, наверное, или на русском языке. Не пойму, почему Миша не раскроет секрет, как он так жестко давит своих оппонентов морально. Миша, прошу, дай пару уроков. Как ты их жестко так давишь? Не знаю, но я думаю, что самое жесткое давление – это когда ты уверен в себе и не сомневаешься в том, что тебя ждет только победа. Там есть знаменитая моя история, как бы в Кёльне, которая произошла. Опа. Там история с Торином и еще что-то, то есть в автопате. Но сейчас Вы время... подрались, извини? Нет, мы не подрались, мы поспорили. На английском языке у меня слабый английский, как бы, но я был уверен в тот момент, что у меня он был очень хорош. Но... Все мы немножко киев в это время. Ну, раньше, вот, то есть я помню, когда только пришел в автопати, так ты ждешь его, как бы, этого момента, а сейчас вот у нас заканчивается, каждый турнир заканчивается, у тебя просто нету сил идти на это автопати, но все-таки, когда добираешься, иногда как раз у тебя есть возможность пообщаться со своими оппонентами, всеми друзьями, еще что-то как-то, то есть, и вот я помню, НИПы спрашивали такие, вы у Дани они спрашивали, вы точно были уверены, что вы нас победите? Точно в финале, как бы, почему-то они почему-то были уверены в том, что мы уверены, что мы их победим. Хотя на самом деле, у нас реально не было сомнений в том, что мы возьмем и выиграем, как бы. То есть, если ты не сомневаешься, оппонент, мне кажется, чувствует. Конечно. Это. Человек всегда чувствует, уверен ты в себе или нет. Короче, Миша давит своей уверенностью. Вот так мы тебе и отвечаем. Человек с ником MindX. Я открываю зум, ждите. Молики дадите? Все, забей. Да, я в план готов дать. Давай, ты флеш. Дал план. У меня релоуд. Это Xipnix со смог. Смотрите, дайте я обновлю информацию. Парни, они делят 2D на миде. Один из них я прошел, второй ушел в КТ, и один, наверное, на Б. Я стрю мидл, чтобы второй на Б не стянул. Убил мидла, это пистолет какой-то. Малё, остановите Астралис. Как же они надоели, понимаешь? Дайте им... не дайте им взять Гранд Слэм. Ну так, Знаешь, что ты ответишь этому господину? Знаешь, что я отвечу? Что они заслуженно находятся там, где находятся. Когда я смотрю их игру, я восхищаюсь их игрой, потому что я понимаю, что за этой игрой стоит. То есть какая работа перед этим была проделана. Да и сама по себе игра просто красивая. Они сейчас показывают действительно лучший уровень игры и заслуженно находятся на первой строчке. Ну, если, конечно, мне хочется не дать им Гранд Слэм, получить экстра мани за победу в финале, безусловно, это все есть. Но для того, чтобы это все реализовать, нужно не меньше их работать и трудиться. Это какой-то прикол бегать с аугом и его подобием за терроров. Все чаще замечаю это на про-сцене. Ну, нет, это не прикол, просто с этого оружия удобнее убивать в определенных ситуациях. И могу сказать, что ауги 100%, просто за контртеррористов МК не дает такого преимущества, как калаш. Допустим, за террористов как-то калаш еще имеет такое преимущество над СГ, но за контртеррористов АУ
Он убивает со средних дистанций с одного патрона. Там у него есть удобная опция стрельбы на дальних дистанциях, поэтому это не прикол, это наоборот как бы новая мода, как бы Его немножко подняли, да, я так понимаю? Ну нет, понизили цену. То есть его раньше не брали из-за того, что то есть, по цене как бы он был невыгодный. А сейчас как бы с такой ценой он стал наоборот очень выгодным. Кстати, те, у кого плохо получается стрелять с М-ки, берите АУ. У вас все получится. Там автоприцельчик. Там есть прицельчик, удобный. Это мне надо брать в каждом матчмейкинге. А есть еще легче оружие, так что вот даже не целись попадать. Ну, вообще еще легче. Ну, кстати, легче АУ даже оружие, не знаю, если честно. Это самое легкое все. Конечно, его берут. Ну вот, уроки для начинающих кейсеров. Бай Миша. Я вижу, как вы уставшие, не только ты, об этом и Кейн сегодня говорил, что уже все на резервах. Я вам желаю после этого турнира отдохнуть как следует. Ну, у вас будет отпуск. И действительно, давайте за всю боль там. И чтобы в следующем сезоне, ты вот даже сейчас проснулся, как ты будешь сейчас тренировать свою команду? Нормально, хорошо. Наоборот, сегодня как бы есть такое понятие, как втянуться в процесс. Вот мы втягиваемся постепенно. Первый день вообще тяжело, не идет, не получается. Второй денек ты чуть. И так постепенно. Сегодня у нас уже день какой 6-й, наверное, тренировок. Вот. И сегодня, наоборот, мне кажется, уже все привыкли, уже потихонечку начинаем чувствовать игру командную, все индивидуально стали лучше играть. Я считаю, что нормально. Просто сейчас надо вот бежать буквально и просто много очень работы, вот такой вот финальный рывок, да, вам сейчас. Надо, да, на некоторых картах просто добить игру, чтобы действительно иметь шансы. Сейчас в мире, как в принципе и всегда, очень много сильных команд, которые дофига тренируются, которые уже с профессиональным подходом. Это не то, что раньше, там ты знал каких-то больше секретов, чем они. Все сейчас стали умными, все сейчас хитренькие, у всех есть аналитики, психологи, тренера, там все, что хочешь. Поэтому просто так сейчас вот так налегке приехать, обыграть не получится. Надо быть на шаг впереди. Чем будет отличаться вот этот турнир, на который вы летите в Данию, от всего того, что было до этого? Это очень важный турнир, конец года. Сейчас все будут выкладываться максимально Выкладываться. Потому что все хотят уйти в отпуск с хорошим настроением, отметить праздники своей семьей, будут с чувством чемпионства внутри. Безусловно, это будет важно с точки зрения следующего года уйти победителем в этом году. Сань, а как ты считаешь, вы успели подготовиться к турниру, завтра летите, скажи? Лично за себя готовили? Ну, еще буду играть, чтобы еще лучше подготовиться. Думаю, каждый из нас будет еще больше проводить времени. Мы в Дании будем еще тренироваться, чтобы все успеть подготовить. Дань, слушай, когда вы играете, вот, КВшки со Астралис, вы как-то по-особенному готовы? Ну, как-то есть такое вот, что сейчас мы играем с Астралисом? Расскажи про это. Да, у нас сначала это бывало. Сейчас мы будем играть с командой Астралис. Команда Астралис — это одна из самых сильных команд в мире, наверное, самая сильная. Мы к ним особенно готовимся. У нас будет такой сейчас особый подход. Надо взять минимум 8 раундов на задачу сюда, когда мы играем с такой командой. Если мы берем 8 раундов, просто смысл как бы задачу ставить себе обыгрывать эту команду нету, потому что в большинстве случаев ты им проиграешь и расстроишься. А если ты возьмешь 8 раундов, это реально. Ну, сейчас нету уверенности в том, что готовы, чтобы победить полностью в турнире. Но в любом случае набрали форму. Думаю, в процессе турнира будем набирать, и если будем делать все правильно, то, думаю, получится все. Время 2 часа дня, у ребят начинаются тренировки, ну, а я потихоньку удаляюсь. Ну, я тут еще посижу, как мышка, но в целом, ребята, спасибо за то, что вы смотрели этот влог. Мне понравилось вернуться сюда и испытать заново эмоции, с ребятами пообщаться, но ждем возвращения Леши. Всем спасибо за просмотр, целую, люблю.